Что такое миф о Шамбале и где это происходит? Признаюсь, это одна из самых потрясающих тем, которые я исследовал, и я испытываю к ней глубокую страсть. Шамбала — это название предположительно затерянного города в Азии. Очень важное место для буддизма. Некоторые ламы думают, что Шамбала — это не совсем сокрытый город, а скорее духовная сфера, где обитали великие мастера в истории Земли, место мира, храм мира. По существу на санскрите название Шамбала означает «место мира». Откуда она появилась? Думают, что Шамбала появилась в Тибете или какой-то другой стране в Гималаях. Однако, согласно моему исследованию, ее происхождением мы обязаны Монголии, сердцу пустыни Гоби. В пустыне Гоби есть древняя традиция, рассказывающая о существах, пришедших с небес, великих умах, обучавших древних людей духовному знанию. Тогда все должно было родиться в пустыне Гоби. Оттуда информация, знания перемещались на тибетское плато, в Северную Индию и другие азиатские страны. На Запад оно пришло гораздо позже. Когда многочисленные исследователи-европейцы окунались в культуру Востока и пытались обрести знания с Востока, чтобы затем привнести его на Запад, такие концепции, как карма, перевоплощение, медитация, энергии, они заимствовали из древних культур Востока, чтобы поделиться ими с миром, иногда неправильно, вырывая восточные учения из контекста. Но это была часть программы, духовной программы под названием «Распространение Шамбалы». Распространение Шамбалы — это не просто раскрытие существования, предположительно затерянного города, но и знание, которое она собой представляет. У меня Шамбала вызывает огромный интерес, поскольку имеет общую нить с опытом в Перу, со всем тем, что я узнал в шаманских кругах в своей стране. Согласно одному из посланий инопланетян, Шамбала стала одной из первых святынь во всем мире, появившихся после последнего разрушения, пережитого нашей планетой. О нем поведали некоторые мастера Древней Греции, такие как греческий философ Платон. Они называли его падением Атлантиды. Между прочим, такое знание не является прерогативой исключительно греков, они заимствовали информацию у египтян. Возможно, египтяне тоже заимствовали ее от предыдущих цивилизаций. Ламы, с которыми я проводил время в Азии, говорили о том же разрушении, о чем-то невероятном и прискорбном, что происходило на нашей планете тысячи лет назад. Огромное разрушение, потопы, в результате которых исчезали целые цивилизации. Согласно ламам, знание исчезнувших цивилизаций собиралось с существами с небес, и, основываясь на нем, последние основали Шамбалу. Затем, в соответствии с легендой, учения, появившиеся из Шамбалы, собирались в первых храмах Азии. Сегодня эта информация сокрыта. Ее нет в тех храмах, которые посещают туристы в Северной Индии. Связана ли Шамбала с известным русским художником Николаем Рерихом? Полагаю, Николай Рерих был самым важным распространителем мифа о Шамбале. Благодаря экспедициям Рериха в Центральную Азию, информация из Шамбалы достигла многих стран. Здесь нам следует вернуться в 1920 год. Итак, Николай Рерих стал одним из первых европейцев, после Марко Поло, вникших в культуры Востока. Он искал Шамбалу, не просто затерянный город, а информацию, знания. Экспедиции русского визуального художника и философа были научными и культурными. На своей родине, в России, Рерих столкнулся с огромным пренебрежением музеев по отношению к культурным и археологическим памятникам, поэтому ему приходилось самому знакомиться с мистическими и духовными темами, с эзотерикой того времени. Затем он предпринял колоссальную экспедицию в Центральную Азию, посетил невероятные и потрясающие места в Тибете, Непале, Монголии, Китае, Индии. Ему удалось нанести на карту ранее неизвестные нам места. В своих экспедициях Рерих пользовался советами и компанией нескольких лам, утверждавших, что Шамбала была не просто мифом, а чем-то реальным, и что были существа, жившие в Шамбале. Существовала ли связь между инопланетянами и Шамбалой? Например, в 1927 году, во время экспедиции Рериха в горы Тибета в небе, появился золотистый объект. Экспедиция остановилась. Животные замерли,
а все вокруг наполнилось очень приятным благоуханием, похожим на самое изысканное благовоние. Чтобы наблюдать объект, люди вытащили бинокли. Они видели, что объект выглядел как металлический, отражал солнечный свет. Он совершал невероятно быстрое изменение движения, потом исчез. Затем Рерих спросил сопровождавших его лам, что это было. Ламы ответили, что это знак Шамбалы. Скептики пытались возразить, говоря, что то, что видел Николай Рерих, это всего лишь метеозонды, которыми пользовалась экспедиция из Швейцарии, располагавшаяся неподалеку. Но потом поняли, что это невозможно хотя бы потому, что швейцарская экспедиция находилась на расстоянии 805 километров от места наблюдения объекта, и что зонды были слишком маленькими, чтобы быть увиденными. К тому же их хватало всего на 167 километров прежде, чем они лопались. А то, что видел Рерих, было чем-то большим, огромным и разумно двигалось с колоссальной скоростью. Но Эмери, пожалуй, самое волнующее то, что ламы уже знакомы с подобными объектами. Когда я был в пустыне Гоби с ламами, казалось, они привыкли к наблюдениям НЛО. Через переводчика, которого мы взяли с собой, они рассказывали о людях, ходивших в небе и своими огнями защищавших вход в подземный мир. В подземном мире обитали выжившие из предыдущих культур, которых ныне человечество считает мифами. И потомки утраченных в прошлом культур являются современными мастерами Шамбалы. И если этого еще недостаточно, Николай Рерих имел контакт с человеческими существами подземного мира. Согласно моему исследованию в Центральной Азии, контакт состоялся не в Тибете, а в Монголии, в горах Алтая. Горы Алтая тянутся из Китая и Монголии до Сибири и России. Именно в Монголии, в монгольской части горного хребта, и произошел близкий контакт. Рерих входил в грот внутри пещеры и встречался с подобными нам человеческими существами. Они оказались не инопланетянами, а людьми. Как я уже говорил, потомками забытых утраченных культур, являющимися частью подземного тайного общества. В некоторых эзотерических кругах оно известно, как Великое Белое Братство. Дело в том, что эзотерика может сбивать с толку, хотя информация основана на реальном опыте. Физические хранители тайных входов в подземный мир пребывают в контакте с экипажами НЛО. Именно по этой причине ламы говорили, что объект представляет собой знак Шамбалы. А сейчас вам следует вспомнить маленькую деталь. Все, что я описываю, содержится в дневниках Рериха, по крайней мере то, что касается наблюдений НЛО. И еще я бы подчеркнул, что в 1927 году, за 20 лет до начала современной эры НЛО, Николай Рерих был здесь, в Америке. Он привез с собой всю информацию об экспедициях, контакте и создал мировое движение, поскольку, согласно существам, с которыми он пребывал в контакте, людям придется совершить огромные усилия, чтобы защитить места знания на Земле от музеев и храмов. В общем, все, что включает гениальное человеческое знание, должно превалировать в естественных святилищах мира. Это и было необычное послание от мастеров, которое Рериху удалось привезти в Соединенные Штаты с последующим подписанием соответствующих документов. В 1935 году президентом Франклином Делано Рузвельтом. Этот документ стал известен как Завет Рериха защищать определенные места на Земле. Для людей, которые сейчас смотрят нашу передачу и начинают осознавать важность того, что я говорю, например, когда ЮНЕСКО говорит, что Мачу-Пикчу в моей стране является культурным наследием человечества, это основывается на пакте Рериха. Я хочу сказать, что протокол ЮНЕСКО о защите мест культурного наследия основывается на близком контакте Николая Рериха. Многие люди, даже серьезно вовлеченные в движение Знамя мира, не осознают этого обстоятельства. Камень Чинтамани. Камень способен исполнять все ваши мечты, поскольку символ представляет собой осколок, прилетевший на Землю с Ориона и установленный на вершине башни в Шамбале. Его разделили на 3 небольших фрагмента, и он тайно путешествовал по миру. Символ представляет собой очень важные вещи. Николай Рерих воспользовался им для создания знамени мира, немного изменяя его значение для людей.
3 внутренних круга представляют союз искусства, науки и духовности. Но тем не менее это камень Чинтамани, скажем, святой Грааль Ориона, находившийся в изначальной Шамбале. В ходе опытов контакта происходило многое, что объединяет миф о Шамбале с инопланетянами. И сегодня это становится весьма приемлемым на человеческом уровне. Привычно видеть знамя мира Рериха на событиях ЮНЕСКО или ООН. Если бы они только знали, что это инопланетный символ. Влияют ли инопланетные существа Шамбалы на Землю и Вселенную сегодня? Безусловно, Эмери. Помните, мы говорили о конфликте сил на Земле и что человеческие существа пребывают в гуще временной войны. Я упоминал, что некоторые исследователи концентрируются единственно и исключительно на негативных опытах для человеческих видов. Как я уже говорил, имеются и позитивные влияния, чтобы попытаться сбалансировать чаши весов. И исключительно прерогатива человеческих существ находить свою золотую середину. Например, посмотрите на то, что произошло с Николаем Рерихом после близкого контакта в Алтайских горах и экспедиции по Центральной Азии. Родилось движение «Знамя мира». Контакт послужил катализатором для рождения движения «За мир во всем мире». Разве это не позитивное влияние? Во времена Рериха были и другие индивидуумы, жившие, согласно восточной мудрости, и приезжавшие в США, чтобы поделиться знанием. Это часть плана, поскольку США – самая влиятельная страна в мире, принимающая решения, влияющие на весь земной шар. Поэтому для Америки очень важно становиться духовной. Кроме Николая Рериха, одновременно были такие индивидуумы, как Кришнамурти и Парамаханса Ягананда, доносящие те же духовные концепции. Они читали лекции и заполняли целые театры, поскольку США всегда отличались духовной тягой к знаниям, жажда знаний продолжается и сегодня. Это программа Шамбалы. Позитивное влияние. Надеюсь, что таковым станет для наших зрителей и данное интервью. Так вот, существа, которые пытаются позитивно влиять на культуру света на Земле, не могут вмешиваться в наши дела напрямую, не следует. Они лишь пытаются посредством знания насадить в нас возможности, которые позволят нам принимать лучшие решения. Поэтому предпочтительнее, чтобы мы связывались с позитивными влияниями культуры и как люди принимали надлежащие и справедливые решения. Считаете ли вы, что такие духовные влияния исходят от инопланетян? Не обязательно. Я говорю о древнем знании, которое существовало в Азии, но неизвестно на Западе. Я называю его знанием из Азии, программой сознания Шамбалы. Как я упоминал в связи с Николаем Рерихом, некоторые индивидуумы становились частью плана по распространению знания. Они мигрировали на Запад, особенно в США. Должен сказать, похоже на то, что кое-какое древнее знание Азии, связанное с легендой о Шамбале или знанием Шамбалы, могло стимулироваться контактом с инопланетянами. Например, в Индии есть легенда о том, что практикование мантры являлось даром богов. Это напоминает мне фильм «Близкие контакты третьей степени» 1977, в котором на севере Индии в городке Дхарамсала люди распевали мантру. Поет, мантра появилась на основе звука, приходившего с неба, звука, создававшегося космическим кораблем. И как мы помним, этот звук стал знаменитой музыкальной темой фильма. Помимо фильма Спилберга, такие вещи происходили в реальности и появлялись из знания опытов контакта. И я считаю, что произошедшее в Индии не исключение. И все же, какая связь между Шамбалой и звездами? Полагаю, мне следует вернуться к объяснению камня Чинтамани, так как, согласно легенде, Чинтамани попал в Шамбалу из звездного сектора Орион. И снова Орион. В соответствии со сведениями, во Вселенной имеются так называемые кристаллы силы. И согласно инопланетянам, когда из других нефизических планов реальности поднимается энергия, наша Вселенная становится физической, какой мы ее и воспринимаем. Она материализуется. Она уплотняется. Такие кристаллы обладают очень мощными свойствами, поскольку как бы сосуществуют в этом и в другом мире, в мире материи и в тонком мире. Так вот, один из таких материнских камней, будем называть его так,
попал на Землю как часть миссии межпланетных сущностей. Это соответствует информации, переданной нам существами. И благодаря этому камню они основали Шамбалу, что мы уже обсуждали. И вот кое-что еще более интересное. В Индии, Тибете и особенно в Монголии на санскрите материнский камень называется словом чинтамани. Чинта означает мысль, а мани – драгоценный камень. То есть, чинтамани значит камень или драгоценность мысли, вид космического инструмента. У всех людей, которые подходили к нему очень близко, он усиливал способности к сотворчеству. Это и есть связь Шамбалы с тайным знанием Вселенной. И еще интересно то, что сам камень зеленого цвета. Я впервые упоминаю цвет камня. Так вот, согласно легенде, он зеленого цвета. Это напоминает мне легенду в Южной Америке, пришедшую от исконных народов в Андах, особенно в Эквадоре. Они называют камень Уминья. На их родном языке Уминья означает изумруд. Уминья мог исцелять людей. Не то чтобы это был именно изумруд, просто зеленый как изумруд. В мире имеется много мифов, связанных с этим. Есть и еще один, очень важный миф из средних веков, рассказывающий легенду о Святом Граале. В ней говорится, что после войны ангелов в небесах со лба Люцифера падает изумруд, зеленый камень, как в мифе о Чинтамане в Центральной Азии. И когда тот зеленый камень попадает на землю, он становится мифической чашей Христа, которая использовалась на последнем ужине, Тайной вечере. За всеми этими мифами стоят тайное знание и символ, космический и могущественный, сотворческий. И Николай Рерих знал, что делал, когда поместил его на свое знамя мира.